Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, первый стандартный вопрос. Когда вы познакомились с Димашем? Январь 2017-го, второй тур Сингера. То есть вы смотрели Сингер? Да, со второго тура в онлайне. Каждую субботу с первого же раза. Я нарвалась на тот же самый текст «Казах перепел Витаса». И это было после второго тура, естественно, да, потому что перепел он его, соответственно, на втором туре. Это значит, что с третьего тура я смотрела каждую субботу, как только это появлялось на канале Сингера. Я на него подписана до сих пор. Я, кстати, с тех пор все Сингеры смотрю. Ух ты. С огромным удовольствием, да. А есть еще кто-то, кто вам понравился оттуда из Сингера? Хуачи Нью мне очень понравился. Кызы Танжиган. И Супер Вокал, естественно. Ну, вот так. Вот это вот тройка, которая мне больше всего нравится. Ну вот, судя по всему, у вас есть свои музыкальные предпочтения. Расскажите. Нет, да я абсолютно всеядная. Да, ну, кроссовер, да, потому что я люблю классическую оперу. Ну, а так, в общем, все что угодно. От фолка, от джаза до оперы. Так что... Но фан-клуб выступили именно Димаша. Почему именно он? Потому что такого голоса, я не знаю, был ли он на земле когда-то, но за последние 100 лет, 150 с момента изобретения радио и доступности искусства, да, для широких масс, такого голоса не было точно. Я подозреваю, что до того точно тоже не было. То есть музыкальная культура импровизационная, невероятная тембральная окраска, невероятные там возможности петь в 3 вокальных позициях, эмоциональность, понимание глубочайшее того, о чем он поет, донесение, артистизм. Ну, в общем, это невероятно. Просто невероятно. Совокупность всего и сразу. Да. Но при том, что я много слушала оперы, и я из музыкальной семьи, я понимаю, что это. Я понимаю, какое это явление. Просто-напросто, да, но это я понимаю. А то, что я чувствую вместе с мурашками, с разворотом сознания, с вылетом, там, с расширением сознания, ну, это уже другая история. То есть тут и понимание, и чувствование, и переживание, и глубинное восприятие, оно все, ну, на максимуме, все на максимуме, абсолютно. И апофеоз случился на Адажио, потому что Адажио я слушала 8 часов на репите, я бросила все дела, я отрубила телефон, то есть я на репите 8 часов слушала Адажио. Если понимать еще, кто я по профессии, чем я занимаюсь, и я... Вы можете об этом сказать. Я могу... Да. Можно я не буду об этом говорить? Но можно сказать, что я профессионально работаю с мышлением и сознанием людей. Да. Я умею работать с измененным состоянием сознания, с глубинным состоянием сознания, с расширенным состоянием сознания, с практиками профессионально, практиками, которые приводят нас там, в состояние пиковых переживаний, потокового мышления там, и так далее и тому подобное. Ну вот. Поэтому от вас особенно и вот этот профессионал, который занимается этим 30 лет, слушает этот голос, да, именно Адажио, и меня прошибает так, что я ухожу в поток, в космический, там, и на репите у меня все это стоит, по телу мурашки, то есть там мышление развернуто, сознание развернуто, но слез градом у меня как-то не замечалось никогда, потому как, ну, очевидно, плакать не о чем, все в жизни хорошо. Да, я реагирую восторгом, катарсисом, расширением. И катарсис не всегда должен сопровождаться слезами, по-разному. Ну, когда не о чем плакать, что плакать-то? Все в жизни хорошо. Вот. А как он изменил вашу жизнь, если изменил? Нет, он не изменил мою жизнь, он ее просто сделал более полной. Ну, у меня не было потребности менять жизнь. Я всегда слушаю достаточно много музыки, но теперь 80% я слушаю Димаша. Вот это вот такое вот изменение. Я его постоянно слушаю. Если я его не слушаю несколько дней, ну, собственно говоря, первый год я не могла его не слушать несколько дней. Я когда уезжала там на процессы туда, где интернета практически нет, я залезала на сопку, где он есть. И я обязательно должна была послушать его там хотя бы минут 20. Значит, вокруг группировались тоже люди, которые...
интересовались, что же я делаю там на сопке с телефоном плохо, связь никакая, прерывается там. Вот, я тогда еще не умела закачивать. То есть это надо было выйти в интернет. Потом я доперла, что надо заканчивать. Новые навыки приобрели. Да, потом у меня начались развлечения в полетах. Значит, летишь там 4 часа, значит, 2 Бастау примерно. Да. Теперь измеряется время в Бастау, да? Да, значит, летишь там где-нибудь за океан, да, то есть там 8 часов перелет, 9, да. Значит, Бастау, кино, поспал, Бастау, кино, прилетел. Вот. Ну вот так вот изменилась жизнь. Свет, скажи, пожалуйста, когда Димаш пришел в твою жизнь? Ворвался? Где-то чуть больше года назад, в сентябре 2018 года. Мне YouTube очень-очень долго упорно подсовывал видео с Димашем, которое я очень долго игнорировала, наверное, где-то полгода точно. Думала, ладно, черт с тобой. Да, так и быть, кликну. И, в общем, это, как обычно, начало конца. Ты помнишь вот тут самую первую песню? Это был СОС, да, Сингера, потому что его мне подсовывала. Вот. Там, получается, мне подсовывало поочередно 2 видео. Одно СОС, а другое это лучший голос в мире. Казах перепел Витаса. И ненавижу такие названия, поэтому я очень упорно отталкивала и не смотрела. Но вот на СОС я кликнула, и, конечно, все. Я еще почему, скажем так, среагировала. У меня мама очень любит Григори Лемаршаля, и она очень нравилась, как он исполнял эту песню. И, конечно, я решила посмотреть. Да, эта песня была мне знакома, она на меня в этом плане производит немножко другое впечатление, потому что почти, для большинства они слышат эту песню в первый раз. А как бы я уже знала, у Григори очень хорошее исполнение, но, конечно, то, как исполнил Димаш, ты сразу понимаешь, что это просто на уровень и даже не на один, как бы выше. А дальше уже, как обычно, ночи не спамши, пока весь интернет не перевернут. Я еще очень такая недоверчивый человек. Я дня 3 пыталась найти подтверждение тому, что канал YouTube Димаша, что это вообще его канал. Потому что на тот момент там было еще очень мало подписчиков, 40 тысяч с копейками. Он еще не имел голубой вот этой вот галки верификации. Вот, и я поняла перерыв, что у него нет своего сайта. Есть только страничка в Википедии, которая там, Википедия, насколько может стать официальным источником. И очень реально долго не могла понять, что есть что. Потом уже, конечно, вышла на ЕФК, и оттуда уже стало понятно, что они все ссылки вели на туда, скажем так, и, значит, это оно и есть. С какой песни все началось? С СОС. Это была реакция иностранного дерза. А какая была реакция у него и у тебя? У него была реакция положительная, удивление. У меня была реакция, наверное, тоже удивление. Я, честно говоря, не поверила своим ушам и подумала, что надо посмотреть не реакцию, а именно источник, первоисточник. Когда услышала первоисточник, реакция была ошеломление, наверное. Потому что я не верила своим ушам. Я стала интересоваться, что это за певец, прослушала весь Сингер, все выступления Сингера. Потом нашла группу ВКонтакте Евразийского фан-клуба. Там перерыла все архивы и стала интервью смотреть. И по мере изучения интервью, по мере узнавания Димаша как личности, мне очень стала импонировать его личность. Какие именно личностные качества ты бы отметила? Скромность – это первое, что бросается в глаза, и вежливость, потому что Димаш очень выделяет эти качества как артиста. На фоне всех остальных артистов вот эти качества его очень сильно выделяют. Привет, Оля. Привет, Нина. Скажи, пожалуйста, как ты познакомилась с творчеством Димаша? С творчеством Димаша я познакомилась, когда смотрела «Новую волну».
для меня, честно говоря, это было вот такое вот, открытие, да. Мне было интересно наблюдать за конкурсантами, вот когда вышел Димаш, вот ты сидишь и вот буквально, вот, скажем, открыв рот, да. Я вот, конечно, жалею о том, что я как бы раньше, я слышала Димаш, но вот не слушала его песен. Вот. Но знала, что есть такой исполнитель? Да, конечно, знала. Как видела плакаты, вот Димаш, и я просто не попадала. От кого? Как от кого? Слышала где-то рекламу, вот каких-то концертов, Димаш, плакаты, вот Игорь Крутой, вот где-то я что-то слышала, но я не смотрела. Вот песня, конечно, об этом я жалею очень. Первая песня, помнишь, какая была на «Новой волне»? На «Новой волне» я услышала, «Лебедей», наверное, я слушала. Я не помню, какой это день, потому что я смотрела «Новую волну», конкурсантов больше говорю, а артистов я пропускала. Вот на Димаша я наткнулась, наверное, на «Лебедя». А ты видела какие-то концерты Димаша? Кремлевские посмотрела. Я посмотрела выступления с Китая, вот те, которые видеоролики, не концерты, там вот какая-то программа, конкурс был, да, я так поняла, в Китае, которую это смотрела, да, и не раз я прям пересмотрела, вот это вот люблю смотреть. То есть ты счастливый человек, у тебя впереди еще просмотр Арнау, Бастау и так далее. Да, у меня только вот начало, мне прям все вот, у меня такое все впервые. Здорово. А помнишь свое первое ощущение, эмоцию, которая у тебя появилась, когда ты услышала Димаша? Да, и, кстати, это не то, что вот эмоции, такие вот мысли возникают. Вот у меня и мама рядом слушала, да, я была дома. Вот то, что вот в наше время такие чистые люди, это вот видно, да, вот такая интеллигентность, скромность, вот чистота. Я вот раньше говорила, да, маме, вот как классно было раньше. Вот выходили артисты такие, как Муслим Магомаев. Вот я почему-то Димаша сравниваю меня, вот ассоциация с Магомаевым. Вот безумный такой голос, талант, вот интеллигентность, врожденная интеллигентность, вот, и это вот поражает и удивляет, что в наше время молодые люди могут быть вот такими вот чистыми, это, конечно, удивительно. Спасибо большое. А какие видео ты уже успела посмотреть? Видео, опять-таки, больше с Китая. Я имею в виду видеоклип какой-то. Знаю, Михаила Гуцерева, стихи Михаила Гуцерева. «Уставших лебедей». Я тоже смотрела этот клип, но с последних, это вот, я же говорю, такое начало, поэтому сначала посмотрела «Знаю», а потом уже «Любовь уставших лебедей». У тебя все так с конца. Да. У меня сначала и вот туда дальше теперь идет. Как тебе клип? Ой, он необычный, но на самом деле, честно скажу, в принципе, я вот смотрела, больше вслушиваясь в голос, а то, что как бы картинка там красиво, все, да, все-таки голос привлекает больше, да, вот отвлекает внимание на голос, а там, в принципе, не суть важно, что на самом деле, не знаю, вот, по крайней мере, для меня вот восприятие это все равно голос, вне зависимости от того, какая там вот картинка, как-то так. Ты собираешься пойти на концерт? Да, конечно, я пойду. Я еще ни разу не была на концерте. Вот я такой человек. Наверное, единственный такой остался. В смысле, вообще на концертах или на концерте Димаша? Вообще на концерте Димаша я не была. На других артистов я ходила часто, да. Понятно. И вот, да. Только познакомилась. Да, теперь я только познакомилась, понимаю, что я вот нашла своего артиста, вот то, что вот для души, вот действительно для души. Хотели бы вы что-нибудь сказать, передать Димашу или его родителям? Да, я хочу сказать огромное спасибо его семье, вернее, не семье, вот его роду. Вообще, как говорят, когда вот род хороший, делает много хороших дел, то Бог дает свыше, вот таких вот светлые души приходят. В семью вот каждый человек рождается не просто так. И то, что вот родился Димаш такой светлый, такой добрый, интеллигентный, вот вообще вот хороший, такая светлая душа пришла в этот род, значит, этот род очень вот хороший, много сделал хорошего. Вот на самом деле это вот как бы благословение свыше, на самом деле, в этом вот роду. Вот это. А какая песня любимая? если она появилась. «Лебеди», как банально, «Лебеди» вообще трогает до слез. Я на самом деле такая натура романтичная. Очень в наше время, понимаю, это не очень хорошо, но вот «Лебеди», да, вот то, что для... Любимая песня? Есть такая? Их несколько. Можешь назвать? «Война и мир», «Олимпика», «Грешная страсть», чего я еще люблю? «Адажу» люблю. Она, собственно говоря, была любимой до Димаша. И я его продолжаю слушать с разными исполнителями. И, вот так вот кручу бывает. Потому что я просто люблю «Адажу». Вот. И, в общем, достаточно, да. То есть остальное тоже любимое, но это вот как бы вот там первая пятерка. Замечательно. Какая любимая песня? Это очень-очень-очень сложный вопрос. Правда, не знаю.
как на него ответить. Мне на самом деле очень нравятся его китайские песни, они очень мелодичные, они очень лиричные, поэтому, ну, наверное, сейчас это Couldn't Live, вот прям не могу, эта песня... Та, которую ты каждый день прокручиваешь, да? Да, и по много-много раз, она мне очень нравится. Вот как ты думаешь, роль фаната, она в чем? В том, чтобы уметь наслаждаться тем, что есть, уметь получать от этого удовольствие, не ждать чего-то вот сверх меры, потому что нужно понимать, что это его жизнь, его творчество, и вам он ничего не должен. Вы либо как-то на одной волне с ним, и вы как-то разделяете эти настроения, ну, как бы, либо вы по разным путям, ну, как бы расходитесь. У меня просто тоже такая позиция, что вот есть артист, и он нам предлагает свое творчество. Ты можешь с ним соглашаться, тебе это может нравиться, ты становишься фанатом. Либо, если тебе не нравится, то ты не слушаешь этого артиста. А когда фанаты начинают учить, с кем работать, как работать, что делать, во что одеваться, это немножко, мне кажется, идет, ну, неправильно. Ты согласна вот с моим мнением, или может у тебя другое? Ну, конечно. Дело в том, что, в принципе, нас, фанатов, у него много, мы очень разные, живем в разных странах, возраст, религия, все разное, у каждого свои представления о том, как хорошо. Если бы Димаш пытался угодить всем, его бы просто разорвало на маленькие кусочки от невозможности удовлетворить все вот эти вот пожелания. Поэтому единственный правильный путь — это делать так, как он видит это и считает нужным. Потому что если он не будет идти своим путем, он не будет расти. Если артист не будет расти, он очень быстро перестанет быть интересным кому бы то ни было. Огромная часть вашей текущей любви к нему из-за того, что он кажется совершенно человеком не с земли. Он находится где-то очень высоко и где-то очень далеко. Вы можете этого не знать, как это описать или как это объяснить, но он в своем стремлении идти своим путем, он действительно как ледокол, он пробивает дорогу, по которой мы можем следовать за ним. Ожидая от него, что он будет соответствовать вашим каким-то пожеланиям или мечтам, вы просто тормозите его, вы отбрасываете его назад. Помните о том, что вы идете позади него, и это он дает вам дорогу вперед. Золотые слова. Я готова здесь хэштег поменять и написать вот все, что ты сказал. Правда, большой такой текст получится, но прямо, да, достойный. Спасибо тебе большое. Пожалуйста. Если бы вы оказались перед Димашем, что бы вы ему сказали? Я бы растерялась, это раз. Хорошо, растерялась, а потом... Ну, не знаю, все-таки сначала я бы выразила благодарность его родителям. Вот это самое первое, да. Спасибо большое за интервью. Спасибо. Димаш, спасибо большое за твое творчество. Наверное, у меня помимо серых будней стало больше светлых дней в жизни. Позитив. Forever. Хорошо, спасибо большое. На самом деле сложно ответить на этот вопрос. Я вот так я имею в виду, 1 на 1, вот ты, Димаш, тишина. А вот это худший вариант развития событий, когда я, Димаш и тишина, это вот прям плохо. На самом деле хотелось бы пошутить, чтобы, ну, как-то расслабить обстановку. В принципе, чувство юмора у меня есть, но не факт, что оно совпадает с чувством юмора Димаша. Может получиться очень хорошо, может получиться очень неловко. То есть вот сейчас ты не можешь шутку какую-то придумать? У тебя все это так? Но у меня всегда чувство юмора очень контекстное. Оно зависит от того, что происходит, кто говорит, что говорит. Я могу реагировать на ситуацию, могу делать довольно-таки забавно, но я не умею придумывать шутки, которые были бы универсальными и были бы смешными, ну, в любых обстоятельствах. Понятно. Значит, у тебя нет в закромах какой-то шутки, которую ты вот раз так и сказала, да? Если бы я умела так делать, я бы, может, где-нибудь в стендапе выступала бы. Мы бы тебя там очень ждали. Но, увы, ах, это не про меня. Спасибо большое. А теперь пожелай что-нибудь всему нашему союзу. Советских социалистических республик? Да. Москводерских и не только. Любите жизнь, любите Димаша, любите свои эмоции и ощущения. Наслаждайтесь ими и помните, что все будет хорошо. Да, я согласна. Так и запишу. Спасибо большое. Если вы окажетесь перед Димашем, что вы ему скажете? Что вы скажете, Галя? Я была перед Димашем, ну то есть я тобой оказывалась. Никого. Ты, Димаш, да. Я, наверное, не знаю, что я скажу.
То есть, пока я не окажусь там, в этой ситуации, я даже не знаю. Я сейчас представляю одно, а если я окажусь там, я ляпну что-нибудь другое. Я ему один раз в аэропорту посмотрела в глаза, очень мельком, ну, чтобы не не фиксировать все, что вокруг много народа, но мы с ним встретились взглядом в один момент какой-то. И это особенное явление.